Здравствуйте, мои дорогие друзья и все те, кто смотрит это видео на канале Таро Испирационе. Таро расклад. Как высшие силы видят вашу ситуацию? Какое сообщение, как послание высших сил, чтобы вам они хотели передать, подсказать? И вполне вероятно, вы сейчас находитесь в какой-то сложной или двойственной ситуации. Ищите выход из создавшегося положения. Иногда нам кажется, что, уже и не надеюсь, что что-то будет меняться, или столько шагов предприняла, а все равно меня как будто отбрасывает назад. Вот смотрите, а тем не менее вы идете, вы прям мчитесь куда-то вперед. Вот действительно, наверное, наш расклад будет вам чем-то полезен. Пусть не все же останемся реалистами, я всегда к этому призываю. Но тем не менее, мы ведь никогда не знаем, откуда придут подсказки. И иногда это приходит как знак какой-то, иногда и наш собственный инсайт. Но вот уже перемены, вы в них уже, по сути дела. Это не перемены на пороге, а вы уже в этом эпицентре перемен. Карта колесница старшего аркана говорит о том, что ты сейчас пока многого не видишь, а скоро это будет меняться. Вот давайте узнаем, что же скоро изменится, или в каком ключе пойдут эти самые перемены. Но вообще я должна сказать, эта карта обещает успех. Да, тут, конечно, и от наших приложенных усилий будет многое зависеть что-то. Мы ведь, кто нас может заставить, вернее, выйти из одиночества, или кто нас может заставить как-то действовать, искать вот эти самые пути и выходы, правда? Нет, все же это от нашей какой-то активности зависит. И более того, по этому аркану, ведь это все же карта скорости, и мы не можем тут что-то отложить на потом. Может быть, это как для вас, не откладывай на завтра какой-то очень важный вопрос, тему, не думай, что что-то решится само. И от твоей активности, от твоих действий сейчас тоже многое зависит. Оставлю эту карту, раз она так перевернулась. Ну, давайте мы узнаем, кто вы, поскольку мы все разные. И от того, узнаете вы себя по выпавшим картам или это никак не резонирует, вы сможете определить, есть ли смысл смотреть этот расклад. Вот так. Ничего себе начало. Ну, действительно, тут нужно действовать. Обе карты об этом. Карта башня. И карта башня – это трансформация. Вы сейчас не просто перемены, а что-то меняется в вашей жизни. Приготовьтесь к тому, что вы можете услышать любую новость или какую-то информацию. Это будет связано с внешними событиями, отчасти к которым вы не готовы. Но, тем не менее, противоположная, казалось бы, энергия. И для кого-то из вас проиграется. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Может быть, и что-то подобное. Значит, по аркану башня, здесь действительно вы можете получить какую-то новость. Но, знаете, нужно не замереть от неожиданности, а включить холодную голову и подумать, что вы можете сейчас именно совершить, или как вы можете с этим провзаимодействовать, или каким образом с конкретным человеком вы провзаимодействуете, что у вас в вашем как бы списке возможностей еще осталось, и каковы реалии в дне сегодняшнем. И по этой карте я вполне могу предположить, ведь две, собственно говоря, карты, которые говорят о возможном переезде или поездке, может быть и куда-то далеко, а у кого-то и поближе, может быть это будут чиновники, какие-то согласования вы будете, или даже, пусть это будет посредством интернета, вы тоже ищете информацию вначале, но самое главное тут не растеряться, безусловно, не упустить время. Обе карты нам говорят об этом, мои дорогие. Удивительно. Так кто же вы? Может быть, уже есть какие-то предпосылки, поэтому вы смотрите расклад. Вы словно можете кожей чувствовать, что, вот сейчас что-то будут эти перемены. Сейчас уже что-то меняется. И пусть это вы еще пока не знаете, как охарактеризовать то, что витает в воздухе, но пока еще не сложилось какую-то ситуацию конкретную, но уже явно что-то меняется, и вы пытаетесь посмотреть через расклад, именно переложить на свою жизнь. И вот я говорила по 7 кубков, может быть, вы сейчас можете думать о том, что
кто-то придет на помощь, или выровняется какая-то обстановка сама по себе. Карта говорит нет. С первого аркана нам говорят, тут надейся сам на себя и опять же не упусти время. А семерка кубков – это карта выбора, но это еще и карта прокрастинации. Значит, это не совсем движение, это не совсем какие-то наши действия. А мы долго думаем, мы теряем время. Вот посмотрите, не теряя времени даром, тут что-то может стоять очень важное. Да по сути это вы сами, карта отшельник. Она нам тоже говорит, тут... Ну, буквально может сложиться такая обстановка, когда вам, может быть, придется идти налегке. Я такое могу предположить. По аркану отшельник, этот дервиш, это тот, которого невозможно купить, его невозможно удержать, его невозможно уговорить на что-то, потому что он следует именно своему жизненному пути, предназначению. И опять же, старший аркан. Здесь вот... Включите интуицию свою, мои дорогие. Здесь нам ведь не дают пока той четкой подсказки, или вы можете что-то подобное чувствовать, что я во власти высших сил или внешних событий, я ничего не могу изменить. И действительно, может быть, много раз я терпела или потерпела вот это самое фиаско, я пробовала снова и снова, и вот теперь уже я разуверилась, и теперь уже как будто хочется все бросить и пойти в другую сторону. Может быть, это у кого-то проигрывается во взаимоотношениях, но я все-таки вижу с учетом первого аркана, все же есть те факторы, которые присутствуют через обстоятельства в вашей жизни. Или конкретное решение конкретного человека. Может быть, и не ваше это решение, и для вас оно неожиданно, но каким-то образом оно меняет кардинально вашу жизнь. И идти налегке, вот я бы сказала. Может быть, это вы уже где-то мысленно готовитесь к тому, что приходится уходить налегке. Или придется принять какую-то реальность, а тем не менее есть еще надежды. Вы как будто выжидаете момент надежды, что что-то поменяется. Или в последний момент откуда-то придет помощь. Есть то незримое, на что вы действительно можете рассчитывать. Но карта нам говорит, ты теряешь время. Что же еще происходит в вашей жизни? Для кого-то вопрос стоит на кону конкретно. Либо денег, откуда к вам приходят деньги, либо в получение финансов, каким образом к вам будут приходить финансы. У кого-то вопрос жилья, недвижимости. Или даже если я отправлюсь, много может быть риска. Вот вы чувствовать можете риска, поэтому где-то медлить. А где я буду, если это связано с переездом? Тут же вот... Нельзя медлить, понимаете как? И карта десятка пентаклей, на кону что-то очень важное. И если вы о том, где вы будете находиться, каким образом вы сумеете, возможно, на новом месте обустроить свою жизнь, может быть, и найти работу. Все-таки десятка пентаклей говорит, откуда-то ведь к нам приходят деньги. Или как система взаиморасчетов, к примеру, сработает в каких-то новых условиях. Вот я могу такое предположить. Особенно мы как раз в преддверии, я делаю этот расклад, в преддверии июля, когда Уран войдет в знак зодиака Близнецы, и мы ждем тут такие метаморфозы, которые вот как и есть какая-то непредсказуемость, неожиданность. Поэтому для многих из вас сложно даже бросить вот это все, какой-то отстроенный порядок. И сумею ли я отстроить этот порядок? И если предыдущая карта говорит, жалко что-то терять, может быть, вам, да? Потому что ведь это, если мы говорим, дервиш, для него материализм или что-то материальное неважно, для него важна идея. Может быть, и вы хотите какую-то свою идею воплотить в жизнь, но если быть честным самим собой, идея этой идеей, обустроить, тем не менее, порядок какой-то в своей жизни, благополучие мы ведь должны достичь. И десятка пентаклей тогда говорит нет. Все-таки деньги – один из способов взаимодействия с миром. Поэтому вам словно нужно решить какой-то финансовый вопрос. Или даже, если приходится быстро куда-то собраться, поехать, то держать постоянно, как на подсознании, каким образом мои действия, а может быть и бездействия, в конечном итоге отыграются в плане финансовом или с деньгами. Вот совершенно странные 4 карты, мои дорогие. Что у вас происходит сейчас?
Вот смотрите, вот интересно, вы ведь можете надеяться, а карта нам говорит, да нет, у тебя какой-то свой путь. И пусть эта карта как сигнификация, по сути дела, а тут какой-то минус, такой существенный, глобальный. Потом вы как будто принимаете важное решение, может быть, вот что-то подобное у вас уже проигралось. И вы видите для себя новые возможности, потому что десятка пентаклей и туз кубков для кого-то из вас будет означать, ну, может быть, какая-то поворотная история или поворотный момент в вашей истории жизненной, когда не было бы счастья, как я говорила, да несчастье помогло, или когда вы от чего-то отказываясь, видите для себя совершенно другое направление. Здесь сразу же эти две карты будут говорить еще и о том, что теперь уже есть что терять. Может быть и так. Вот по аркану отшельник. Раньше, может быть, и не было, а все равно какая-то перезагрузка. Вот смотрите. В вашей жизни, я тут вижу по всем этим 6 картам какой-то более длительный период жизни. Тут не совсем, поскольку много старших арканов, тут не совсем тот период, который умещается, может быть, в месяц, два. Тут скорее годы. В вашей жизни вот эта башня, она уже была. И, скорее всего, она была, ну, с учетом Урана, может быть, 7 лет тому назад. Возможно, у кого-то и больше. И когда у вас словно все рухнуло, все разрушилось, может быть, это было связано с человеком, может быть, это было связано с какими-то еще действиями. Возможно, у кого-то из вас сложилась такая ситуация, как внезапное увольнение на работе, или когда закончилась личная история любви, может быть и так, предательство близкого человека, от которого вы не ожидали совершенно этого. И после последовал длительный период, ну, такой выжидательного выбора, или когда вы могли надеяться на какую-то помощь, а в итоге никто не пришел. Вы сами из какого-то небытия уже один раз выбирались. И вот этот путь очень сложный, от разрушения, и где-то граничащее с иллюзиями, что вот кажется, сейчас кто-то придет на помощь. Сейчас вот кто-то откликнется, а все же этого не произошло в каком-то далеком прошлом. И вам пришлось как начинать заново с нуля какой-то путь, если мы говорим отшельник. Вы прошли очень сложный путь, когда помощи не было. Но и, может быть, даже в годы был тот период, когда вам никто не мешал. Но вот с этого нуля буквально подняться было очень сложно. И далее все-таки вы сумели вот по десятке пентаклей, как вам уже казалось, отстроить свое благополучие. У кого-то была как ситуация личная одновременно. Может быть, тут и заработки, и работа, и деньги. Я могу допустить. Может быть, это новый союз для кого-то был. Такой союз, когда вам где-то человек и помогал. Может быть, и семья даже сложилась. Какие-то доверительные точно были отношения, когда вы уже кому-то доверились. И вдруг после этого опять все обнулилось. Либо какой-то стопор, либо отношения свелись к нулю, либо какое-то взаимодействие, может быть, даже по работе. Оно закончилось ничем. И для вас это было настолько неожиданно, вот какой-то в жизни факт, когда вам снова могло казаться, словно рухнуло все в один момент. И никаких, главное, предпосылок к этому не было. Если здесь вот как эта башня, мы говорим, да, и это момент внезапности, но все же предпосылки по башне бывают. По башне это, как знаете, всегда какая-то прелюдия. Пусть такой тонкий намек, но мы его не подмечаем. Мы думаем, что, нет, тут как-то это мне показалось. А потом мы понимаем, да нет, не показалось. Мы там и сами что-то сделали неправильно, скорее всего. Мы допустили какую-то ошибку, мы вовремя не сориентировались хотя бы поэтому. Потому что мы надеялись, да, а потом вот остаемся один на один с какой-то проблемой. Но вы-то ее, вы сильные люди. Вот сильный человек смотрит мое видео сегодня. Потому что вы с этих колен, или буквально оттолкнуться от этого дна, как минимум 2 раза приходилось.
Поэтому арканы такие сложные. И вот у вас третий период. Причем это такой жизненный этап, который на года растянулся. Может быть, это и не связано с Ураном. Может быть, это связано вообще с какими-то более ближайшими событиями. Но это, опять же, не дни и даже отнюдь не месяцы. Хотя я этого не утверждаю. Давайте мы сразу же посмотрим, что же тогда по аркану Колесница, что вам хотят сказать, передать высшие силы. Что вы сейчас не видите, что сейчас от вас скрыто? Какое продолжение следует? Какое продолжение следует? В ближайшее время. Девятка мечей. Внутреннее состояние страха, потому что не хочется совершить еще раз какую-то оплошность. И еще раз найти какие-то старые грабли. Или оказаться в той ситуации, когда снова начинать нужно с нуля. Вы где-то медлите. Может быть, и вот внутренний страх, он тоже где-то сковывает. Потому что, а сколько раз можно, если мы говорили по аркану башни, вы многое могли пробовать, как с нуля начинать. И когда мы в стену все время упираемся, ну, тут поневоле и подзастрянешь, начнешь анализировать, где-то и соскользнешь на эту ненужную философию. Но вы даже не знаете на сегодняшний момент, по сути дела, ведь нам карта, если мы посмотрим, дверь открыта. В этой колоде самое главное значение имеют двери. Вот у вас, по сути дела, нет закрытых дверей. И девятка мечей ведь тоже об этом. Но если мы так чуть-чуть повнимательнее, давайте, что вот высшие силы вам хотят передать. Если вы думаете, что вас сейчас что-то держит, то вас держит только страх. Мы не видим вот этой клетки. А если вот так беспристрастно посмотреть на карту, а что там в этой клетке? Там ничего нет ценного, чтобы нужно было сохранять или хранить. Тут мы сами себя, нам кажется, сохраняем. А по сути-то мы тоже уязвимы. Мы просто теряем время. Ну, это можно расценивать как послание от высших сил. Не теряйте время. И опять нам снова карты говорят. Смотрите, всю ту историю, которую я рассказала по 6 арканам, и дальше говорю третий этап. И тут у вас на кону победа. Вот мне интересно, 6 жезлов. Тут, правда, какая-то может быть победа, как своеобразный прорыв. Причем, наверное, откуда вы даже и не ждете. И если у нас сверху карта прокрастинации, опять же, какая-то пауза. Тут время активных действий. 6 это всегда активные действия. Это вершина активных действий, и поэтому, как итог, победа. Но и победу нужно сохранять. И значит, нам говорят, оттолкнись от того, что ты уже сделал. Или проанализируй свои ресурсы. И неважно тут чего касается. Я тут больше вижу, ситуация, наверное, будет либо по работе, либо, если даже это личная жизнь, ну, точно есть те темы, которые касаются финансов, то есть какого-то материализма, или откуда вы получаете деньги. И вот здесь вам нужно все абсолютно контролировать. Но если мы говорим, что уже как там дальше будут развиваться события в ближайшем будущем, что вам хотят передать силы высшие, то здесь, по сути, у вас на кону победа. И, видимо, от того, надолго ли мы застрянем, здесь не произойдет все само по себе. Здесь от вашей активности на что-то решится. А что еще? Смотрите, еще одна 6. И всегда в колоде Таро 6, вот как только что я сказала, вершина действий – это та самая победа. И если сама по себе и по жезлам дела, работа, бизнес, ну и где-то деньги, потому что они откуда-то к нам приходят. А по 6 кубков – это карта, да, иногда говорят прошлых отношений. Но это еще и карта искренности. Иногда по этой карте проходят родственники. Но как минимум карта говорит, ты не один. Вот может быть ты прежде был один. А здесь нет. Явно есть то лицо, которое будет тебя поддерживать. Может быть иногда по этой карте нам говорят, обратись к тем, о которых ты даже не думаешь. Иногда приходят далекие родственники, какие-то далекие друзья нам даже на помощь. Здесь могут быть те перемены, да, или если мы говорим какая-то победа, или взаимодействие, о котором мы
ну, где-то даже не принимали это в расчет или во внимание. Давайте посмотрим. Значит, какой-то человек явно откликнется. Может быть, это кому-то важно услышать. Но надеяться на это нельзя. Тут как будто, да, вы не один. Тут, знаете как, от вашей, наверное, все равно какой-то активности или поиска вот этих путей решения вопроса. Или, если мы говорим, конкретный человек может прийти на помощь, значит, искать этого нужно конкретного человека. И значит, мои дорогие, нет закрытых дверей, обратите внимание, ну нет ничего, чтобы вам препятствовало. Отходы ваших мыслей. Или как вы, может быть, в своем сознании буквально профильтруете, кого вы знаете, с кем вы контактировали. Где-то вернетесь к тем вариантам, которые вы просчитывали прежде. Вы явно о чем-то уже думали. Вы уже предполагали, знаете, может быть, какая-то многоходовочка. Или какие-то компании, пусть это по работе, да. Или вы думали взаимодействие с конкретными персонами. Вот есть смысл к чему-то вернуться. Вот эти две победы, они взаимосвязаны. Это, по сути, ваш успех. Это где-то вот эта колесница. Тут какой-то, знаете, холодный рассудок должен вами руководить, чтобы вы попробовали, может быть, план А, план Б, план С, прежде чем вы определитесь, как же вот, что проиграется, или кто откликнется, в каком направлении вам нужно сейчас действовать, идти, и тогда шаг за шагом, и обстановка, она проясняется, понимаете? Давайте узнаем. Так вот, как же дальше продолжит развиваться событие? Но тут еще включается сама по себе фортуна. Вот явно судьбоносный какой-то момент. Судьбоносный момент может быть на то, что должно уйти, вот как то, что из прошлого. И будем честны, часто ведь то, что мы пытаемся удержать, оно не имеет прогресса. И наоборот, то, что мы думаем, ну, какое-то такое невзрачное, хилое или выглядит как-то серо, а тем не менее, это как раз и имеет будущее. Вот здесь мы можем в чем-то ошибаться. Мы можем себе как и что-то надумать, мы можем и отказаться, кстати, от чего-то, потому что мы же видим какой-то для себя более перспективный вариант. Вот здесь, наверное, сама судьба берет правление или шефство над вашей жизнью. И здесь все события не случайны. Поэтому вот все то, что я сказала, план А, план Б, план С, поверьте, мои дорогие, пробуя пошагово что-то, вы будете видеть, куда вам не суждено, так там и двери словно закрыты. А кто откликается или что откликается в ответ на ваш запрос, на ваше желание или на конкретный контакт, это и будет означать где-то помощь высших сил. Тут и мысль сама по себе не случайна. И люди, которые будут появляться в вашей жизни, они тоже не случайны. Очень интересно. Так давайте, что же там в последующем? И будьте готовы к такому сложному выбору. Опять же, двойка мечей в этой колоде нам карта говорит вообще-то о возможностях. Нам показана монахиня и плачущий младенец среди ложь и холода в вот этой корзине. Как будто она услышала, открыла дверь на этот детский плач. И нам просто человека показано, я надеюсь, это видно, женщина обескуражена. Она ничего подобного не планировала в своей жизни. И не случайно художник изображает именно монахиню. То есть она уже приняла обет. Она уже для себя какой-то очень важный постулат в жизни вывела, что вот она будет жить именно так. Она будет действовать именно так. И, может быть, она предыдущий период именно так и жила. И она к этому привыкла. Сила привычки. Но монахиню художник изобразил. И согласитесь, что-то очень такое сложное должно в жизни произойти, прежде чем человек берет на себя монашеский постриг. Это может быть свидетельствует, да, нам карта. А вверху у нас, посмотрите, рождение ребенка. Может быть, когда-то эта женщина мечтала о добрых взаимоотношениях, об эмпатии, надежной семье, так, чтобы было много детей. Но жизнь все переломала, все перестроила на какой-то свой лад. И она принимает это решение, уходит в монастырь. И за какой-то период, нам ведь показана даже женщина в возрасте, уже прошел вот этот срок, она привыкла действительно, она адаптировалась
к той жизни, которая у нее сложилась. И вдруг, через вот услышанный плач младенца, она открывает сама дверь. Это вы также, мои дорогие, кто смотрит видео. Открываете дверь, и на пороге ребенок. Это ее мечта. И что она будет с этим делать? Либо понятно, что она занесет младенца в дом, она не оставит его мерзнуть, но либо она отдаст приемным родителям, либо она сама начнет продумывать и предпринимать те шаги, чтобы оставить ребенка себе. Вот такой очень сложный выбор. С одной стороны, мечта. Но та мечта, которая приходит как гром среди ясного неба, мои дорогие, вот как эта башня. И у кого-то из вас сейчас проигрываться может что-то подобное. Или это вам нужно приготовиться, это как будут развиваться события. Вы где-то, может быть, еще пока, глядя мое видео, находитесь вот на первой этой ступени. Уже какие-то события в вашей жизни произошли, и нам говорят, а тут посмотрите, вот все то, что я сказала, тут сама судьба пытается перестроить кардинально, может быть, от слова перекроить даже, но, видимо, настало время, я бы сказала, добрых перемен. Но как-то не совсем нам тут говорят об доброте, вот буквально, да, ведь все карты совсем не об этом, но это путь к добру, к счастью, который вы проходите, но этот путь достаточно сложный. Нам приходится преодолевать какие-то препоны, барьеры, может быть, буквально из этой горящей башни выскакивать, и потом вроде бы мы адаптировались. Это вот как раз то, что я говорила по верхним картам. И, пожалуйста, и мы опять словно перед выбором. Здесь нужно делать выбор душой и сердцем. Давайте достанем следующую карту. Так вот, к чему же все идет? Вот весь этот ряд, который нам раскрыли карты. Но, опять же, семерка мечей. Семерка, любая семерка, она сопряжена с тем, что мы можем находиться в иллюзиях. Или кто-то нас может удерживать в иллюзиях. Может быть, уже теперь, будем говорить, пройдя какой-то опыт проб и ошибок, вас много раз подводил какой-то конкретный человек, и вы человеку не верите, или вы вообще разуверились в людей, или когда вы ожидаете постоянно подвоха, а тут вроде бы как нужно довериться пространству. И с другой-то стороны, тут есть и ваше что-то вот очень вам родное, близкое, что вы не готовы менять, или вот как образ жизни. А карта нам говорит, тут тебе придется быть и мудрее, и хитрее, и гибче. Ситуации будут неоднозначны. Вверху аркан дурак. Здесь какая-то перезагрузка. И нулевой аркан, особенно в этой колоде, дверей нет. Более того, у нас вот тут вот этот шут, он у нас волшебный получается. У него ключи от Вселенной, от пространства, обратите внимание. Поэтому, опять же, ничто не препятствует. Но карта будет говорить, что если ты и потеряешь где-то время, но вовремя с чем-то не сориентируешься, может быть, и не откликнешься на что-то. Вот эти двери не откроются. Или наоборот, то, что сейчас мы думаем, это клетка, а потом, вот посмотрите, дверей ведь не было до сих пор. Но мы можем совершить какую-то оплошность, может быть, это от выбора зависит. И вот эта дверь, она закроется. И потом, сколько ты ее не рисуй, от этого она не отворится вновь. У вас время, когда самого по себе времени может быть мало, мои дорогие. Ну, кто знает, я делаю сейчас этот расклад. И, по сути, это уже вторая половина июня. Я хочу сдвинуть карты, мы достанем с вами заключительный ряд. Так вот, может быть, вам, как я уже говорила, посмотрите, добрые ведь такие энергии. Тут надо профильтровать, как и возможности, от чего вы можете оттолкнуться, повторюсь, так и буквально свое окружение. Или составить для себя тезис, планы, план А, план Б, план С. По крайней мере, я так вижу. И начать что-то пробовать. Или проигрывать, может быть, с кем-то связываться, контактировать, что-то переговаривать, ну, или кому-то обращаться. Вот как минимум, вот я так вижу, если вы действительно сейчас словно в этой патовой ситуации находитесь. Ну, давайте мы узнаем. Это как подсказки высших сил.
Давайте мы с вами узнаем, так что же скоро будет меняться? Зачем все это нужно? Что скоро будет меняться? Может быть, мы и не видим чего-то. И вот посмотрите, несмотря на башню, несмотря на 9 мечей, нам карта сила. Но дверь закрыта, кстати. И от того, как девушка сумеет договориться с львом, это страж дверей. Замка нет, ключей нет в этих. И ручки, кстати, на этой двери тоже нет, ручка есть. Но она закрыта, мы не можем, нам ручки недостаточно. И стало быть, вот договариваться с этим стражем придется. И всегда лев – это прообраз нашего эго. Мы с чем-то не согласны. От того, как мы сумеем договориться, будет зависеть качество нашей жизни. И это 11-й аркан. Число по нумерологии 11, если мы говорим, да, это как 2 единицы. И поэтому какое-то взаимодействие не случайно. И не случайно 11-й аркан уже предусматривается. Поэтому тут нам действительно придется поверить как заново в себя. Или провзаимодействовать с теми и с тем, что у нас есть. Но вот это то, что вам хотят передать и высшие силы. Так вот, что скоро будет меняться от ваших важных решений. Опять 6. Вообще здорово. Вообще это карта заслуженного успеха, но тот успех, который не приходит быстро. Для кого-то из вас это будут перемены, связанные с переездом. У кого-то могут быть и смена работы. Когда вам на ходу придется осваивать какие-то ресурсы, может быть, цифровые ресурсы, как связано, да, нейросеть, искусственный интеллект, или языки учить, может быть, язык программирования научиться, может быть, работать из любой точки мира, может быть и так, потому что и перемещение, и, кстати, работа буквально в этой колоде нам карта 6 мечей показывает компьютер. И разные точки мира, да, тут как будто у нас и карты, и маски, то есть с разными людьми, находящимися в разной, ну, как бы, ментальности или разного менталитета. Может быть, говорят они на тех языках, которых вы не понимаете. Эта карта подразумевает, что мы адаптируемся. Это карта мужества вообще, мои дорогие. Когда мы имеем в себе мужество что-то начать с первого шага. И в последующем будет заслуженный успех. Это что будет продолжено? И я бы сказала, не потеряйте времени, правда? Что же еще скоро случится? По тройке пентаклей это карта сдачи экзамена. Действительно, вы проходите еще раз какой-то экзамен. И здесь как и изучение, так и буквально ситуационно. Нам не случайно пространство, Вселенная повторяет какие-то похожие на дежавю случаи, чтобы мы точно сделали правильные выводы или были более адаптивными. Ведь по тройке пентаклей действительно это мы раскрываем собственные таланты. Кстати, кто-то из вас может раскрыть собственную миссию. И в раскрытии миссии, как бы это ни звучало, нам именно помогают своего рода такие башни. Или как волшебный пендель, когда мы бы долго бы еще думали, да, сидя в этой клетке, или вот как во сне вот какие-то иллюзии. А здесь нет, само пространство прекращает эти иллюзии, оборачивая нас к реальной жизни. И нам приходится свою жизнь обустраивать по-новому, перестраивать. Что же скоро случится или произойдет? Будьте готовы, что ваш импульс, и его нужно еще продумать, потому что мы можем куда-то поторопиться. Или мы можем настаивать на своем. Здесь у вас никак не согласуется ваше явно эго вот с этими энергиями мага. По сути дела, ведь это энергии мага. На двери карты лемнискаты. И нам говорят, от того, как ты сумеешь договориться, будет тебе счастье. Вот буквально так. Или будет у тебя какой-то прогресс, выйдешь ты из сложной ситуации, найдешь ты или захочешь ты вот эти поиски в принципе устраивать, значит они у тебя будут. Но, видимо, будут постоянно за каждым шагом вас накрывать те эмоции, когда вы вообще не согласны, когда вам вообще что-то не нравится. И тем не менее, ну, где-то свое эго приходится все время удерживать, иначе мы можем пробить вот эти врата, но карта нам ведь говорит, посмотрите, как будто сил у вас достаточно физических. Вот, кстати, это неплохо, могучий кентавр. Но ты сейчас проломишь эти ворота, а то, что ты в последующем увидишь, тебе может
совсем не понравится. Но ты уже разрушил, и назад ты это не восстановишь. Поэтому будьте внимательны при принятии решений. Будьте очень внимательны. Это в ближайшее время. Ваша задача идти вперед. Восьмерка кубков – это когда мы словно уже все партии в шахматы сыграли. Или все пасьянсы разложили, мои дорогие. И перед нами уже в прошлом, ну, как все сыгранные партии или уже все то, что, на что мы точнее надеялись, или того, кого мы ждали, здесь это подходит к итогу. Обратите внимание, что двери открыты. И по восьмерке кубков мы действительно можем уходить заново, как налегке, у кого-то так. Но это когда нет взаимообмена. И я уже об этом говорила. Те или то, может быть, да, что откликается, это и есть какой-то выход из лабиринта или из создавшейся ситуации. Поэтому явно какая-то многовариантность, или, может быть, и вам придется решить уравнение с несколькими неизвестными. Вот где там эти X, Y стоят, и вам придется, как и сначала какой-то один вариант пробовать, а потом какой-то другой. Чему-то, походу, придется, как и учиться. Куда-то вы, может быть, поймете вовремя. Нет смысла биться в эту стену, по сути дела, что мне ее кто-то откроет. Я ее проломлю, и, скорее всего, если пространство меня куда-то не пускает, попросту мне туда не нужно. И 3 варианта, я бы сказала, вам нужно рассмотреть, прежде чем вы найдете какой-то свой собственный. Потому что то, что суждено, или те, кому суждено откликнуться, они абсолютно точно откликнутся. Но приготовьтесь, что это ведь тоже как врата открылись, а впереди тысячи неопределенностей. Еще мы не знаем, как дальше сложатся обстоятельства, но как будто вот такие перемены сами по себе, они уже у вас на пороге, что скоро еще изменится. Королева жезлов – это карта очень притягательного человека, обладающего магнетизмом, и сильного человека. Это та, которая проходила многократно вот все, о чем мы сегодня с вами говорим, методом проб и ошибок, опять проб и ошибок. И это все научило ее быть более осмотрительной, не предвосхищать события, никому ничего о себе не рассказывать, буквально молчание помогает, а счастье и удача любят тишину. А у вас здесь, кстати, такие карты, что и про счастье, и про удачу, а главное, 3 шестерки. 3 шестерки и 6, как я говорила, это всегда победа. То есть вы полностью ресурсны сейчас, но просто у вас какой-то очень сложный момент перехода. И вот то, что нам, как подсказка высших сил, вот эти 3, ну, как тезис плана, или 3 варианта, или 3, может быть, человека, ну, или какая-то другая конфигурация, мы тоже можем это принять во внимание, или что подсказывает ваша интуиция, или где-то прежний опыт. Суметь сохранить себя – это искусство. Но королева жезлов – это та, которая умеет работать правильно с информацией, раз, и правильно распределить деньги. Это 2. Мне вот хочется спросить, в ближайшее время каков же итог? Что произойдет? Хотя нам многое об этом рассказали. Но вот из произошедшего, наверное, ну, как кульминация всех этих событий. Или тот итог, который вы можете чувствовать. Что это в конечном итоге? До этой колесницы. Ну, наверное, придется с чем-то проститься. И обратите внимание, опять же, врата открыты. Я надеюсь, все правильно понимают. 13-й аркан смерти – это карта трансформации. Это ни разу не про смерть. Это про завершение, какой-то финал. Завершение и начало. Это мы сами проходим такой сложный период, но как будто карта говорит в этой колоде: ты застрял. Ты застрял вот в этом прошлом, в каких-то, может быть, в собственных ошибках, или когда тебе страшно, может быть и так. Страшно начинать, или я много раз упирался вот в эту стену. Ну вот в этом есть определенный смысл, но на данный период времени
Здесь просто нужно встать и выйти. Что-то из прошлого пытается от вас оттолкнуться. Мы можем воспринимать это как башню, как крах. А нам говорят, и башня это ненадежно. Может быть, и некоторые люди уже, ненадежны. Мы некоторых людей встречаем на долгий период времени, но далеко не каждому на всю жизнь суждено с нами, пройти какой-то путь. Часто люди приходят в нашу жизнь, даже мы говорим по судьбе, как карма, но этот период может быть коротким, когда мы нужны человеку, а человек нужен зачем-то нам. Мы друг друга обогащаем, мы принимаем какой-то опыт и становимся мудрее, более ресурсными. Вот теперь, видимо, вот этой перезагрузки, действительно переменам, наступило время. Это где-то между прошлым и будущим. И вот карта нам говорит, так ты уже подзастрял. Вот в этом моменте перехода тебе уже будущее открыло врата. Но ты почему-то еще оглядываешься назад. Вот как этот человек. Ничто не мешает. Посмотрите, как все мрачно-серо. И из всех красок только цветы на погосте. Тут нужно просто встать и выйти. И идти вперед. Я спросила, что вас ожидает перед до аркана или до этой колесницы, если мы говорим успех. Тогда карта вам говорит, действительно итоги какие-то нужно подводить. Или не надейся на того, кто не придет. Или если ты пробуешь план А, план Б, план С, поверь, может быть, этих планов и больше, а не 3, я такое тоже могу допустить. А у кого-то наоборот, первый, единственный, и он действительно откликается. Вот что откликается, кто вам словно готов либо помочь, либо пусть это даже по работе, вы ищете работу, посмотрите, ведь это все старшие арканы. Может быть и сложная ситуация чисто с внешними событиями. Но значит, есть какая-то ваша тропа, стезя, какая-то ваша миссия. И поверьте, не случайно в центре у нас оказывается колесо фортуны. И значит, те, кому суждено идти с вами рядом, они пойдут с вами или догонят. Тем дверям, которым суждено открыться, они обязательно откроются. Ваша задача не оборачиваться назад и искать эти самые возможности. И тогда, словно будущее оно уже вышло навстречу. Оно стоит за какой-то из многих дверей. И вам просто нужно найти эту правильную дверь. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я благодарю за вашу поддержку, за ваши добрые, искренние комментарии. Для меня это все очень важно. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.